Всем привет, друзья! Долго думала, что же вам эдакое придумать, и придумала. Сегодня мы будем с вами рисовать магический щит. Для чего он нужен? Как мы уже много раз с вами обсуждали, желания исполняются уровнем нашей энергии в теле. Соответственно, чем выше уровень нашей энергии, тем желания быстрее исполняются. А вот весь тот негатив, который вы можете хапнуть извне, в частности, приходящие энергии, вот там те же коридоры затмений, общение с коллегами, друзьями, родственниками, любое негативное общение, оно все-таки дорога в никуда, да, и уменьшает уровень вашей энергии. Поэтому сегодня мы с вами будем рисовать 6 желаний. Вы можете сформулировать тему, учитывая все-таки, что мы главнее всего рисуем щит, вы можете сформулировать тему как нематериальная, да, например, я счастлива, я знаю, что я и моя семья находимся под вселенской божественной защитой, да, например, это если вам нужно защитить здоровье. Или же можете прописать, вот 6 желаний, можете их либо прям прописать, указать каждое, или объединить, что я счастлива, я наслаждаюсь исполнением моих желаний с легкостью, вошедших в мою жизнь и проявившихся самым необычным образом. Благодарю. Затем вы заводите таймер на 2 минуты, пишите первое, что приходит вам в голову. Больше 20 слов, значит, тема для вас актуальна. А что это дает? Вы разогреваете нейроны, вы концентрируете энергию, и учитывая, что у нас есть вот этот вот дедлайн в виде времени, да, всего 2 минуты, у вас нет времени подумать, и это ваше подсознание выдает эти слова. Ну что, поехали! Мы будем с вами рисовать магический щит Давида, Маген Давид. Это шестиконечная звезда, гексаграмма. Два треугольника. Гексаграмма трактуется как сочетание двух начал, мужского и женского. Также она трактуется как сочетание небесного начала макрокосма, которое стремится к Земле, и микрокосма земного начала, стремящегося к небесам. В целом это воплощение божественной мудрости, то есть чтобы, не знаете, как с дуру называется, бросаться во все тяжкие, да, вы же не пойдете, условно говоря, там банк грабить, если вы деньги хотите, а вы используете свои знания, мудрость для того, чтобы там заработать денег на реализацию своих желаний. Ну и, соответственно, дальше поехали. Можете его сейчас уже начать нейрографировать, можете потом. Углы острые оставьте, вообще звезда в нейрографике – это цель. Поэтому вот они, мои 6 желаний. Можете их аккуратненько подписать. И еще кое-что я вам хочу сказать. Причем только сейчас пришла эта идея. А в центре этой звезды, в центре этого магического щита я выложила недавно шортс, вчера, по-моему. Посмотрите, полистайте. И один из видов защиты от каких-то там энергетических вампиров, да, это вот окружить себя кольцом, да, окружить себя мысленно чем-то. Вот, вы себя окружили, можно сказать, щитом,
Вот, и, соответственно, из центра себя я начинаю вести нейрографические линии вовне, в социум. Через свои желания. Линией управляю я, но идет она туда, где я ее не ожидаю увидеть. Смотрите, как ушла. А вот теперь, когда вы провели линии, вы теперь наблюдайте за саморефлексией, что вы чувствуете. Наблюдайте, как меняется ваше состояние. Вот теперь энергия пошла. И, соответственно, влияние этого щита, оно распространяется и на ваши желания. Оно защищает их от любых негативных приходящих энергий. Наблюдайте, сколько линий вам хочется провести. Я не буду округлять углы звезды. Но если вам очень много энергии, можете внутренне округлить. Понимаете, энергия нужна, без энергии никак. Вот у вас есть эти возможности. А для того, чтобы пойти, встать, взять их, нужна энергия. Ну как? Как ваши ощущения? Кто подписал желание, можете еще раз сконцентрироваться на каждом. И вот обратите внимание, хвостики вот эти вот болтаются, да, их можно доработать. Обязательно, когда вы говорите о материальных желаниях, не забывайте про нематериальные. Нематериальные желания – это у нас здоровье. Без здоровья вам, поверьте мне, ничего в этом мире не понадобится. И теперь аккуратно, с любовью ловите свои ощущения, ловите, что вы чувствуете, что приходит. Начинайте их нейрографировать. Какие-то образы, может быть, в голове повсплывают. Одним словом, наблюдайте. О, вспомнила, что я вам хотела рассказать. Я еще хотела видео на эту тему снять, но что-то потом как-то не пошло. Ну, значит, не всем людям это нужно знать. Но не суть. Помните, в одном из прогнозов, вот, которые я каждые 2 раза в месяц, точнее, выкладываю, да, я говорила о том, что вот сейчас очень много мошенников повсплывает, да, очень много. Ну, берегите себя, думайте, прежде чем что-то сделать. Ну, что-то в этом роде я вам говорила. И про пирамиду вам тоже вспоминала. И тут, ну, это случилось еще в марте, я просто негативные новости обычно не читаю, и я наткнулась, и я поверить не смогла, как люди ведутся кому-то вот взять и отнести свои деньги на инвестиции.
что вам там приумножат их за какой-то скромный процент. 20, 30, 40, 50, whatever, я не знаю сколько. Вы видите, что я никогда вам не... Я квартиры рекомендую покупать, я люблю квартиры, да. Квартиры, бриллианты, что еще люблю, деньги. Но я никогда вам не советовала заниматься инвестициями, криптой или чем-то в этом роде. Потому что это очень большой риск, потому что огромное количество моих знакомых на эти удочки попадались. И что я вам хочу сказать? В России, вот там история была про какого-то лысого парня, который сидел в Москва-Сити, лысый парень с бородой, и, значит, бабушки, дедушки собирали ему там по 300 тысяч, вот приумножь мне, приумножь, и сначала-то он приумножал, но когда они захотели вывести, ничего не оказалось, ну их уже поймали, посадили, все в порядке, но суть в чем, понимаете, я знаю огромное количество людей, инвесторов, инвестбанкиров, я знаю, как выглядят эти инвестбанки изнутри, и поверьте мне, образование у этих людей далеко не российское, это во-первых, во-вторых, они зарабатывают такие суммы, что им даже если 7 миллиардов людей на планете скинется, приумножь мне деньги, им это будет неинтересно. Это первое. А те, кто в России вам пытается втюхивать, что они вас научат инвестировать или что-то еще, честно вам говорю, единственный университет, который позволяет дать такое образование, это вышка. Все, договорилась. Это, кстати, был финансовый круг. Так что защита ваших финансов. Прям горит все внутри. Не помню, о чем я говорила уже. Так, загадывайте обязательно здоровье. Никогда не забывайте, без здоровья ничего не будет нужно. Итак, нейрографируя свои желания, проговаривайте их, чувствуйте их. В первую очередь защищайте эти желания от любого негативного влияния. Во-первых, что это значит? Если вам кто-то говорит, вы, предположим, хотите машину новую, дорогую, красивую, и вам зачастую это делают родители, но могут и завистливые друзья, говорят, да ты что, да ты не погасишь этот кредит или там ипотеку на эту квартиру, или там у тебя ничего не получится. Все у вас получится. Вот прям большими буквами можете в комментариях написать, у меня все получится. Кстати, можете делиться в комментариях, потому что у меня зрители самые великолепные, вас только поддержат и за вас порадуются. Поэтому ставьте смело цели. Наблюдайте, как меняется ваше состояние, что вы, какая вот картинка. Я не знаю, как у вас, но у меня, когда я рисую, как будто кино показывают, картинки сменяются, причем практически мгновенно. Какие-то идеи приходят, что-то вот такое трансформационное. Видите, здесь я прямо ставлю острый угол, потому что это угол треугольника моего. Округляйте все остальное. И оставьте, пожалуйста, все-таки некой легкости, потому что не надо огромное прям количество линий, но вообще чем больше линий, тем лучше результат. Можете мысленно вот подумать, что вы чувствуете,
что вам хочется, какие эмоции хочется испытать при достижении той или иной цели. Попробуйте дочувствовать вот прям до конца все, что вы хотели прочувствовать относительно того или иного желания. Прямо сейчас, в моменте ощутите это самое здоровье, которое вы желаете себя и своих близких. Ощутите, как пахнут деньги, которых вы попросили. Если вы рисуете какой-то отпуск, представьте, как вы стоите босыми ступнями на золотистом песке. Максимально проживайте свои желания, проживайте эти эмоции. Приучите свое тело к этим впечатлениям. Два желания, уже энергии прям распирает. Невероятное ощущение. Я бы не стала здесь, если у кого-то много линий, добавлять какие-то ресурсы. Но если очень хочется, слушайте себя, why not? Прям про мошенников, про этих забыть не могу. У меня, кстати, знакомая так пострадала. И ну, что-то там очень... Я причем не понимаю, как так. Как она так отнесла деньги. Хоть бы спросила. Понимаете, это очень большая разница. Условно говоря, быстрой какой-то наживы, быстро сорвать куш или получить, да. Понятное дело, инвестиции, вложенные в квартиру, окупятся лет через 15-20, да. Более того, вы будете озадачены, кому сдать это жилье, озадачены ремонтами, которые все время будут ложиться на ваши плечи. Но если вы не обладаете достаточным образованием для того, чтобы инвестировать, это, правда, очень серьезная ответственность, там можно потерять все в один момент, поэтому я это никогда не советую. И люди, которые окончили там, ну нет такой, вот даже честно не могу придумать. Банковские трейдеры, они могут, так, сотрудники крупнейших банков, они еще могут, да, это их работа, и они постоянно учатся, и там достаточно все сильно защищено, вот, а так отнести кому-то деньги нет, но если вам хочется отнести кому-то деньги, я вам скажу, кому их нужно отдать, а то вы же все всегда готовы всем все отдать. Отдайте деньги себе, потратьте деньги на себя и на свое удовольствие. И я вас попрошу, если вы вдруг не нарисовали, не можете придумать назначение одного своего круга, пусть это будет моментное удовольствие, то, что вы можете пойти и выполнить в моменте. Наверное, надо было это сразу сказать, но... Вы можете сейчас придумать, где разместить этот круг. Наслаждайтесь
Как меняются ваши ощущения после того, как на работе появляется все больше округленных линий, становится меньше острых углов. Еще раз, звезду мы не трогаем. Треугольник — это энергия. Да, это энергия конфликта, я с вами согласна, но в первую очередь это энергия, тот смысл, который вы вкладываете, намного важнее, чем тот, который вам кто-то там сказал. Боитесь треугольника? Так, даже не знаю, что посоветовать. Бойтесь дальше. А самый крутой алгоритм, кстати, представляете, поздравьте меня, 100 тысяч просмотров там уже. Мне так нравится, так приятно. Так вот, самый просматриваемый алгоритм, который действует практически мгновенно, это алгоритм с треугольниками. Каждый раз вам об этом рассказываю, только количество просмотров все увеличивается. Так, это вот мое будет маленькое желание. Так что защита у нас уже есть. Мысленно просто держите. Кстати, эту звезду Давида, вот этот Маген Давид, он еще передается, я знаю, в качестве подвесочки, браслетика на ручку и является талисманом защитным, можно так сказать. Вот и заключительный кружочек остался. Чувствуете, что хочется. Может быть, где-то линий добавить. Подумайте внимательно. И знаете, вот этот вот круг у меня, вот видите, очень хочется добавить, очень хочется добавить. Но я сделаю немножко не так. Я не буду прям добавлять. Спираль расширения из центра вовне по часовой стрелке. Все, я закончила. Как у вас ощущения, впечатления? По факту, вот обратите внимание, и тут вот что-то есть, и тут, и вот он, огромный полукруг. Но не буду, я вам сразу сказала, что очень хочется оставить немного легкости, немного воздушности, наверное, как-то так, чтобы пришло что-то новое, нужно избавиться от старого, освободить место. Поэтому мы на листе, условно говоря, оставили то самое место. Наблюдайте, какие цвета вы берете. И как меняются ваши ощущения после того, как вы внесли цвет.
Ваша задача создать новые впечатления, новые яркие события в своей жизни. То есть именно вот произвести впечатление на себя, можно и так сказать. Я думаю, что я еще как-то буду... Но фиолетовый, не спешите, кстати, цвет менять. Может быть, вам еще он куда-то у вас просится. Для тех, кто будет там спрашивать, вот один кружочек у вас остался. Нет, видите, раз, два, а вот еще целое пространство. Это не мозаика, объединяйте больше, 2 и более маленьких участков в одну фигуру. Наблюдайте за своими эмоциями. Может быть, у кого-то настроение повышается, может быть, у кого-то энергия придет, а может быть, ушки закладывает. И подумайте, про что это вам. Может быть, у вас сейчас появляется ощущение, ведь вы же здесь, в серединке, вы внутри вот этого вот мощного щита и полностью им окружены. Может быть, у вас появилось какое-то чувство спокойствия, удовлетворения, уверенности. Именно вот чувство защищенности появилось. Ведь именно этого чувства защищенности нам порой не хватает. Люди не чувствуют себя в какой-то там безопасности. Удивительно, что красный, но хотя нет, для меня здесь и наблюдайте, что вам, да, я показываю вам, как я с собой разговариваю. Красный – это энергия, это большое количество энергии. Почему он здесь взялся? Потому что, вы посмотрите, сколько острых углов. Я думаю, это гармоничное объяснение тому, почему красный. И вся вот эта вот энергия, которой я наполнена, положительная, добрая, наполненная любовью, радостью, она переходит на мои желания. Я направляю свою энергию на реализацию, исполнение моих желаний. Так что обратите внимание, какой все-таки символизм, да, в разных. Кстати, эта звезда, она считается еврейской всего-то 200 лет. У нее очень богатая история, и можете почитать, это очень-очень интересно. Именно поэтому она была и выбрана. На канале вышло новое видео. Почему маленькие желания исполняются быстрее, нежели крупные. Обязательно переходите, смотрите. Вверху у вас подсказка появилась. Я думаю, вам понравится.
теперь у меня, знаете, сначала мне было спокойно, даже какой-то, как бы это сказать, отпущу и забуду, было вот такое ощущение относительно работы. Потом у меня горели уши, прилив энергии, прилив силы. А сейчас состояние из разряда «меня оберегает вся Вселенная». Вот такое вот. И я полностью доверяю себе, своему миру. У меня все получится, все мои желания исполнятся. Поэтому наблюдайте, может быть, у вас также. Кому очень хочется те ресурсы, о которых я говорила, можете дорисовать. Главное та энергия и намерения, которые вы во все в это вкладываете. Цвета могут накладываться друг на друга. Постарайтесь просто, чтобы все это было для вас красивым, чтобы вам нравилось. Эта звезда так рисуется, поэтому не буду я эту линию округлять. Понимаете, человек так устроен, что то, во что мы верим, то и происходит. Вот если я вам говорю, треугольник – это энергия, просто поверьте, и тогда он будет просто энергией. Если вы убеждены, что это конфликт, это страшно, это ужасно, не делайте этого, пока не измените свою установку. Я закончила. Дорогая Вселенная, я сделала все, что от меня зависит. Дышите. Эта линия, дорогая Вселенная, я полностью тебе доверяю. Я нахожусь под вселенской защитой. Это линия легкости в исполнении моих желаний. Подумайте, может быть, вам еще хочется. Знаете, я хочу еще одну линию. Это линия волшебства. И теперь ладошкой, кстати, обязательно округляйте пересечения. Я не буду на это сейчас тратить время, я все это сделаю после. И фигура фиксации. Фигура фиксации та самая главная, которую хочется выделить. Фигура фиксации может быть даже линия поля. Конечно, звезда. Треугольник – это энергия. Если у вас в работе есть треугольник, он в 99% случаев будет у вас фигурой фиксации. Смотрите, что произошло. По факту, да, вы поставили какую-то цель себе, загадали какое-то желание, обдумали какую-то тему. Что произошло дальше? Вы записали все, что вам приходит в голову, наглядно увидели негативные установки, если где-то у кого-то есть что-то, да,
все это подсветилось, и вы создали новое впечатление. Соответственно, когда вы думали вот сейчас, все эти полчаса со мной были, вы концентрировали всю свою энергию на исполнении своих желаний, на достижении своих целей. Желание исполняет не джин, не волшебник, не нейрографика, не техники, практики. Желание исполняете вы сами. Вселенная вам дает для этого миллиард возможностей. Все. Вроде как самое главное, что хотела сказать, рассказала. Все пересечения округляйте, не буду занимать время в эфире. Я каждого из вас благодарю за просмотр. Обязательно поставьте лайк, вам не сложно, мне приятно, и подпишитесь на канал. Всем классного дня, ну а те, кто хочет поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе, все реквизиты есть в описании. Пока-пока!